Ребята, всем добрый день, с вами Влад. Сегодня к нам подъехало новое событие, исследовательский марафон «Ботаника». Событие у нас внеплановое, оно в середине месяца, не в конце, как обычно. Могу от себя сказать, что данный ивент внеплановый по причине того, что 25 числа у нас будет новый ивент прототипов, а вот после, к сентябрю, у нас уже будет трехмесячный ивент. Очень долгий ивент, об этом мы поговорим в другом видео, а сейчас исследуем, что нам предлагает данное наше событие. В новом обновлении к нам не приехал новый сет, то есть комплект какой-либо, поэтому мы будем обозревать только события. Итак, что нам предлагает исследовательский марафон? У нас, как обычно, два пропуска. Это лаборант и исследователь. То есть у лаборанта это 15 тысяч фишек, легендарная пушка, фиолетовые материалы и немного случайных наборов. А вот у исследователя это уже добавляется к тому, что есть дополнительные задания 4, когда у лаборанта только 2 дополнительных задания. И дают приборы для ваших друзей в Альянсе. Дополнительно 5 приборов. Все, кто купит пропуск исследователя, 5 человек с Альянса смогут получить дополнительно приборы. Итак, в чем фишка данного события? У нас есть специальные приборы. Вот, к примеру, тут я сниму сейчас. Без пропуска у вас активирована только одна проходка, с лаборантом 2 и исследователя 3. При прохождении тех или иных уровней, к примеру, зомби или вокзал, вы тратите эти приборы. За то, что вы проходите успешно, вам даются разные бактерии, которые надо собирать и открывать данные ДНК-коды. Итак, их всего приборов 3. Это скальпель, это центрифуга и микроскоп. Я уже немного начал играть, как вы видите, немного вещей выбил. Посмотрим, что нам дает данное событие в том случае, если мы не купили пропуск. Итак, у нас много чего тут вообще есть. Части для офицера, бункер, легендарные книжки, премиум, к примеру, легендарные чипы, горючка, крипта, еда, много денег может насыпать, к примеру, тоже. Фишки, билеты, много чего, что полезно. Также и зомби-помощник, конечно же. Итак, начнем с конца. Это у нас уникальное спецсредство, экзотический гриб. Таймер у него 11 секунд. Средненький такой таймер, это не очень много, но и не мало. Снимается случайного бойца противника все положительные эффекты, наносит 300 тысяч чистого урона и оглушает на 2 секунды. 300 тысяч урона это не так уж мало. Также на цель способности нельзя наложить новые положительные эффекты в течение 2 секунд. Очень хорошая вещь. Хотя, опять же, наверняка будет сниматься всякими вещами, которые это будет как дебаф считаться, самый простой, и тот же антивирус, то есть может снять с бойца данный эффект спецсредства. Итак, от себя могу сказать, средство среднее, не такое уж прямо топовое. Лично для меня это на склад. У нас новый тесак. Если честно, в игре очень-очень много тесаков вообще. По моему мнению, очень мало хороших шипов для того же охотника. Итак, что нам даст тесак Астралист? Раз в некоторое время, в течение 5 секунд, атака бойца с 55% шансом оглушает цель на 1 секунду и наносит дополнительный урон, равный 15% от максимального здоровья цели. 15% в красном может быть все 20. И можно сказать, каждый второй удар, если он будет наносить 15% от максимального здоровья цели, то это интересно звучит, очень интересно. Шанс достаточно большой. Главное, чтобы этот боец бил рукой у нас.
Потом граната, ядовитый бутон, я ее уже выбил. Раз в некоторое время, в течение 4 секунд, хозяин гранаты и все союзные бойцы получают на 45% плюс бонус от знания химии, меньше урона от химиков противника. Очень интересная граната, потому что, я как понимаю, это что-то типа ауры, хотя, ну, рядом все бойцы получают меньше на 45% плюс бонус химии. Ну, выглядит, по крайней мере, неплохо, очень неплохо, многообещающе, я бы сказал. Все зависит от того, когда она сработает и насколько хорошо и долго она будет работать по факту. В красном цвете, если оно будет около 6 секунд в максимальной выварке, я считаю, примерно плюс-минус так, то граната может быть очень даже неплохой. Хотя, наверное, надо будет провести тесты, посмотреть, и потом уже я смогу сказать, насколько она хороша в том или ином прототипе. Винтовка «Убийственный стебель». С 40% шансом выстрел бойца снимает броню с цели атаки на 3 секунды. У нас опять снятие брони, эффект. Очень в последнее время он популярен. Боец противника теряет 75% параметров защиты и не сможет использовать способность брони в течение 3 секунд. Хорошая вещь. Также урон и крит хозяина винтовки увеличивается на 75% на 3 секунды. Ну, жаль, конечно, то, что не на пару целей это действует. Так, ну, можно попробовать. Чисто против танков, насколько это сработает, по крайней мере. Хотя, возможно, не такая она и полезная, кажется, к сожалению, такого. Надо смотреть. Браслет, разбрызгиватель репеллента. Раз в некоторое время, когда умирает боец противника, он взрывается и наносит 120 тысяч химического урона всем бойцам противника в небольшом радиусе вокруг него. Также умершего противника нельзя будет реанимировать в течение 4 секунд. Очень хорошее последнее средство, то есть это 4 секунды, когда он наносит урон, нельзя его реанимировать. Топчик. Вот блокирование реанимации — это топовая фишка у всех вот браслетов или устройств, если есть. Это очень хорошо. Ну, надо кому-нибудь поставить ее и протестировать, потому что если оно будет срабатывать часто, данный браслет, то вполне у него есть место на жизнь в отряде. Устройство. Регулятор полива. Раз в некоторое время боец уменьшает максимальное здоровье бойца противника с максимальным здоровьем на 40% на 6 секунд, то есть это понижает максимальное здоровье у танка, к примеру, и передает это здоровье союзному бойцу с наименьшим текущим здоровьем. Неплохо. Также у бойца противника уменьшается входящее лечение на 60 секунд, на 60% на 6 секунд, а у союзного бойца увеличивается на 60% на 6 секунд. То есть он забирает у противника и дает своему. Ну, средненькое устройство, если честно. Хотя в некоторых отрядах, вот колдунских так называемых, где там 5, к примеру, или 6 химиков чисто играют, то этому устройству место жить будет. Это у нас двор, ограждение, стены, флаги и окна. То есть это дизайн для нашего убежища. Итак, что нам даст активированная донатная проходка? Дробовик при нанесении 40 тысяч урона вызывает неубиваемую турель, которая имеет 9800 урона в секунду. Окей. Каждый раз она увеличивается, но это понятно. Приоритетная цель атаки — боец противника с наименьшим текущим здоровьем. Прикольно. Каждый выстрел турели наносит дополнительный физический урон в 125 тысяч до 125 тысяч, зависит от здоровья бойца противника. Чем меньше здоровья, тем выше урон. Ну, неплохо, конечно. К большому сожалению, мира новатора время ушло, а так очень интересно могло это выглядеть вообще. Броня, дубовая кора. Раз в некоторое время владелец брони получает щит, который снимает с него 2 отрицательных эффекта и блокирует 200 тысяч любого урона. 2 эффекта снимет и блокирует урон, любой причем. Это хорошо, потому что много может влетать чистого урона. Щит действует не дольше 4 секунд. Ну, окей. По окончанию действия щита все бойцы противника в небольшом радиусе вокруг владельца брони получают 130 тысяч физического урона. Ну,
Данную броню тогда придется вешать на ближнего боя бойца, и из-за этого она не так привлекательна. Хотя вот первая часть очень даже хорошая была, что вешается щит, который блокирует любой урон. В красном это может быть до 300 тысяч урона, что очень даже неплохо. Но это для пехотинца. Костюм «Коварный плющ». Костюм для химика. Раз в некоторое время при получении урона химическая защита бойца увеличивается на 50%. Окей. А физическая защита становится равной химической на 5 секунд. Интересно. Также уменьшает урон противника, атаковавшего бойца, на 60% на 5 секунд. Ну, понижение урона это, конечно, прикольная штука, и физическая защита становится равной химической. То есть, если много-много химической защиты, то и физическая будет повышена у бойца. Хотя тут палка о двух концах, то есть в зависимости, как прокачан еще стимуляторами наш боец. Экипировка корневища. Это на стрелка. Раз в некоторое время хозяин экипировки восстанавливает 150 тысяч здоровья и впадает в ярость. Все его параметры увеличиваются на 25% на 5 секунд. Ну, интересная штука. То есть он восстанавливает себе здоровье, и его параметры еще увеличивают. То есть если охотнику это повесить, у него урон увеличится на 25% на 5 секунд, плюс макс здоровья и все остальное. Надо протестировать и посмотреть, что дает прототип на этой броне. Очень интересно выглядит она. Рюкзак, походный набор. Раз в некоторое время, так, посмотрим, что оно там дает. Урон, крит, уворот, здоровье. Ну, на стрелка, что ли? Раз в некоторое время, когда здоровье хозяина походного набора опускается ниже 15%, он восстанавливает 250 тысяч здоровья. Снимает с себя 2 отрицательных эффекта, и 5 следующих атак не могут промахнуться его. Очень хороший набор. Рекомендую. 100% надо брать. Это вполне можно взять как лазутчику, к примеру, чтобы он жил дольше намного. По крайней мере, раз там крит, то можно лазутчику, у арахнита там обычно с понижением урона, потому что он и так жирный, а вот лазутчики у нас сдохнут быстро. У кого отряд на 8 или, к примеру, на 6 с лазутчиком, то данный набор, даже я бы сказал, то, что его можно повесить на химика какого-нибудь. Вот. У нас новый транспорт. Это юный травозавр Бульбо. Типа, это он очень похож на Бульбозавра, я бы сказал, из покемонов. Выбивается он из первого ДНК, конечно же. Локация новая. Посмотреть, как она выглядит. Прикольная локация, я хочу сказать. И последнее, что у нас осталось для рассмотра в данном ивенте, это у нас погода. Необъяснимая. Это у нас что? Какие-то бактерии необъяснимые падают. Заразят нас вирусом разным. Потом не сможем играть. Необъяснимые осадки. Ну да, осадки в виде бактерий. Приколюшная погода, можно будет поставить как-нибудь для игры. Ну, на этом рассмотр ивента и вещей со события я закончу. Хочу анонсировать розыгрыш. Прошу написать в комментариях ваш ID, лайкнуть видео. Для того, чтобы не пропускать розыгрыши, подписывайтесь на канал. На этом моменте это все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.